Ну что ж, вот мы и добрались до нормалей. В этом видео мы узнаем, по какому алгоритму читаются нормали в дизайнере, научимся высчитывать B-канал по первым двум R и G. Также научимся корректно увеличивать входящие нормалки. Создадим свою ноду Normal Intensity. Итак, перейдем к картам нормалей. Карта нормалей — это в принципе цветная карта всегда, в котором есть три канала RGB. Ну, альфа она не считается, обычно используется R, G и B. Мы знаем, что R это наклон нормали слева направо, G сверху вниз, B это... Многие уже не знают, что такое канал, третий канал нормали, но это высота. Это высота нормали, сейчас я вам объясню. Давайте перейдем на 3D-шный рисунок. Вот, допустим, у нас есть плоскость. И нормаль на самом деле показывает изменение вектора нормали данной плоскости. И вот это изменение, оно записывается в трех координатах. X, Y и Z. Смотрите, вот, допустим, у нас плоскость, у нее нормаль везде направлена вертикально. Вот так вот, правильно? И если мы запечем, грубо говоря, на эту плоскость вот такую кривую волну, то нормаль в этой точке будет направлена вот так вот. Вот я тут нарисовал уже. Получается, что чтобы показать вот эту вот искривленную дугу на плоскость, нужно нормали в каждой точке поменять, чтобы они не смотрели вертикально, а относительно новой геометрии наклонялись. В данной точке наклон происходит вот здесь вот. И теперь, как это можно записать для каждой точки? Мы просто возьмем систему координат. Смотрите. Вот у нас есть система координат x, y, z. Так, давайте вот эту я нормаль отодвину пока в сторону. И получается, что мы можем вот эту нормаль новую разложить по осям x, y и z. То есть, грубо говоря, вот сейчас нормаль, если смотрит сюда, мы смотрим вертикально к плоскости. И получается, что мы берем какое-то положение по x, какое-то положение по y, записываем это. И берем какое-то положение по z. Вот оно. Точнее, не какое-то, а текущее положение по z. И на самом деле самое классное в нормалях то, что они у нас по умолчанию равны единице. Что это нам дает? Если мы знаем, что все нормали равны единице, то есть длина вектора равна единице, то нам не обязательно знать все три вектора, все три значения. Нам можно знать x и y. Смотрите, вот, допустим, мы знаем x. Так, сейчас, секунду. Мы знаем x и y. И зная x и y, мы можем найти вот это вот расстояние. То есть, допустим, это точка О, это точка А. То расстояние ОА будет равняться, ну, по прямоугольному треугольнику, корень квадратный x в квадрате плюс y в квадрате. Двойка плохая. Плюс y в квадрате. И мы можем найти вот эту длину. А что это такое? Так, я удалю это все. На самом деле длина вот этого отрезка это основание, точнее, проецирование самой нормали
на плоскость XY. Вот он отрезок ОА. Но мы знаем, что нормаль равна единице, а это тоже прямоугольный треугольник. Здесь единичка. Здесь ОА какое-то имеет значение. Значит, в прямоугольном треугольнике, если мы знаем длины двух сторон, то третью сторону, эта сторона, точнее, у нас уже будет Z, то третью сторону Z мы можем найти как тоже корень квадратный, квадрат гипотенузы. На самом деле квадрат гипотенузы единичка в квадрате это 1, минус квадрат стороны ОА. А ОА это у нас был квадрат это у нас был корень квадратный из суммы квадратов x квадрат плюс y квадрат. И вот поэтому иногда третью координату нормалей используют для других целей, потому что движки могут спокойно восстановить вот эту вот третью координату по вот этой формуле. Сейчас мы все это будем делать в дизайнере. Так, я все удаляю. Переходим в дизайнер. И смотрите, возьмем канал R, красный. Что он нам показывает? Он нам показывает, в данном случае у меня тут сферы, я их просто затайлил. Он нам показывает с левой стороны черный цвет, с правой белый. То есть получается, если нормалка, давайте я возьму вот эту вот сейчас буду двигать. Если нормаль наклонена вот так вот, то она в дизайнере черная. Вот, черный цвет. Ну, это же сфера, значит, вот здесь вот идет наклон влево. Если нормалка наклонена вправо, то у нас красный канал белый. Все, с этим разобрались, да? То есть красный канал это получается у нас ось X, наклон влево и вправо. Но как это показать в дизайнере? Если, допустим, на системе координат мы идем сюда, то мы понимаем, что по оси X это будет отрицательное значение. То есть вот здесь вот 0 у нас, здесь положительное значение, здесь плюс, здесь отрицательное значение. Но в дизайнере вывести на карту нормальный отрицательное значение нельзя. В дизайнере сделали сдвиг. Мы знаем, что вектор нормалей равен единице. То есть если максимальный наклон влево будет, это только будет минус 1. А если максимальный наклон вправо, то это будет плюс 1. И чтобы были всегда положительные значения, от отрицательных избавились. То есть на самом деле сдвинули все вправо. И сейчас вот эту схему, вот эти значения, если мы переместим вправо, у нас получится не от минус 1 до единицы, а от 0 до 2. Но 2 нас тоже не устраивает, потому что в дизайнере у нас максималка 1 белый цвет, минимальный 0 черный цвет. И поэтому еще все это мы делим на 2. И у нас получается, что выходит значение 0 от 0 до единицы, от черного до белого. И смотрите, если у нас нормалка имеет вертикальное значение, то есть точно такое же, как нормаль к плоскости, то у нас наклон по оси X будет равняться нулю. А если наклон по оси X будет равняться нулю, то есть где-то вот здесь вот 0, то вот здесь это будет единичка, а вот здесь будет у нас 0,5. Значение 0,5 это как раз и есть значение, где нормалка, где, грубо говоря, нормали нету. То есть вот это вот значение мы сейчас, если посмотрим, у нас получается, пипеткой я беру и смотрю, R 0,49
G 0,49 и B 0,49. Ой, я не то смотрю, извиняюсь. Давайте вот этот вот канал. Вот эту карту смотрим пипеткой. R у нас 0,49, G 0,49. А B у нас единица. Сейчас мы к этому еще вернемся. То есть получается, что по оси X наклона нету, и по оси Y наклона нету. То есть как записывать вот это значение в дизайнере, разобрались. Мы сначала прибавляем 1, а потом делим на 2. И у нас получается, мы переходим в формат от 0 до единицы. И таким образом мы можем записать как x-ось, как y-ось, так и z-ось. X-ось у нас вот она. Слева направо, то есть если наклон нормалки влево, значит черный. Вправо полностью белый. Если канал G, если наклон нормалки вверх, то черный, это у нас получается DirectX. OpenGL, наоборот, в другую сторону. Рассматриваем DirectX. Если нормалка направлена вверх, то она черная. И если нормалка направлена вниз, она получается белой у канала G. Канал B. Канал B он не обязателен, мы сейчас его убьем. Убьем и будем восстанавливать. Мы сейчас создадим пиксель-процессор, закинем сюда нашу карту. Зайдем в редактирование. Возьмем координату текущей точки. И с помощью Sample Color будем брать из текущей точки значения R, G и B. Мы это все возьмем с помощью Float 3. Даже нет, не с помощью Float 3. С помощью Float 3 вот мы видим, что у нас X, Y, Z мы можем использовать. Только X это R, Y это G, Z это B. Но нам нужно два канала X и Y. Z мы будем убивать сейчас. Мы его восстановим заново. Поэтому мы возьмем X и Y. И смотрите, мы используем только два канала X и Y. Вспоминаем. Чтобы не было отрицательного значения, мы прибавляем единицу. То есть, на самом деле, вот здесь в x, y сейчас вот такая схема от 0 до единицы. И чтобы нам вернуть значение от минус единицы до единицы, а восстановить канал высоты нормалки нам нужно только с помощью этой схемы. Нам нужно, получается, перевести формат от 0 до единицы x и y до формат от минус единицы до единицы. Начинаем. Значит, мы можем умножить это на 2. Так, scalar multiplication. И умножаем на 2. Получается, что сейчас у нас тут значение от 0 до 2 x и y. И теперь мы можем вычесть, так как у нас это float 2, то мы вычитаем из float 2 тоже float 2. Мы можем вычесть 1 и 1. То есть здесь у нас было значение, подавалось значение от 0 до 2. И если мы вычитаем единицу, у нас будет значение от минус 1 до 1 максималка. Получается, что вот это формат от минус 1 до 1. Теперь, когда мы перевели это все в формат от минус 1 до 1, то мы можем сейчас найти... Так, давайте восстановим, что мы нарисовали. Я это стер. То мы можем сейчас найти... Сейчас заново нарисуем.
Так, это слишком. Мы можем сейчас найти значение длины отрезка ОА. То есть мы x возведем в квадрат, y возведем в квадрат. И все это сложим. То есть напоминаю, что ОА будет равняться корню квадратному x в квадрате плюс y в квадрате. Ничего страшного, когда у нас y или x идет в отрицание, в отрицательную плоскость. К примеру, у нас нормалка где-то вот здесь находится. И, допустим, у нас y положительный, а x отрицательный. Ничего в этом страшного нет. Отрицательное значение, если мы будем возводить в квадрат, оно будет положительным. И из-за этого у нас будет длина вот этого отрезка всегда положительный. Получаем. Надо возводить в квадрат x и y. Можно сделать таким образом. Можно взять опять, вытащить вектор, допустим, x, возвести в квадрат. Также y возвести в квадрат. Все это сложить. И взять из этого корень. Можно сделать вот так вот. Либо можно сделать с помощью дот-продукта. Можем перемножить вектор сам на себя и взять из него корень. Это, в принципе, будет то же самое. Вот так вот более компактная запись, вот так менее компактная. Но это как вам удобней. Я раньше писал вот так, потому что не мог разобраться полностью с дот-продуктом, не знал, что это такое, и записывал вот так вот. Но рекомендую сразу записывать вот так. Мы дот-продукт уже прошли, знаем, что это такое, поэтому можно записывать таким образом. Так, это у нас основание, это у нас проекция вектора на плоскость нашего, проекция нормалки. Знаем, что нормалка у нас единичка, поэтому берем единицу, возводим в квадрат. Но единицу в квадрат возводить не обязательно, но мы тут возведем, чтобы было понятней. То есть это у нас получается гипотенуза. Вычитаем из нее значение основания, то есть сейчас в данном случае вот это, либо вот это. Это одно и то же, да? Ну, возьмем короткую запись. Минусим. И смотрите, тут у нас корень уже тут у нас корень вытащен, и его можно, да, возвести в квадрат. И тогда у нас будет квадрат гипотенузы минус квадрат катета. Но на самом деле мы же брали корень, и мы можем просто взять, вставить значение дот-продукта вектора сам на себя, вектора самого на себя. Это получится у нас, давайте я еще раз напомню. Так, что-то у меня инстанс функции это не открывается. Видимо, другая версия дизайнера. Но я напоминаю, что дот-продукт это скалярное произведение векторов. Это у нас получается... Давайте я это удалю. То есть дот-продукт это у нас получается, допустим, вектор А умножается на вектор Б. Но в данном случае у нас вектор сам на себя перемножается, поэтому мы перемножаем вектор А на А. Но по умолчанию дот-продукт это скалярное произведение векторов вектора А на Б. Это равна длина вектора А умножить на длину вектора b и умножить на косинус угла между ними. Но у нас вектор сам на себя перемножается, поэтому вектор А умножаем на вектор А. Получается
длина вектора А умножить на длину вектора а так как расстояние, точнее угол между самим вектором на себя нету угла, то косинус нуля равняется единице умножить на 1. Это и получается квадрат длины вектора. Вот он, квадрат длины вектора уходит сюда. Дальше. Мы вычитаем квадрат гипотенузы минус квадрат катета. И теперь мы сейчас забираем отсюда корень квадратный. Вот. Это у нас вышла высота нормалки. То есть, если мы сейчас возьмем систему координат, x, y у нас было известно, мы нашли сейчас как раз вот это вот значение z. Но если мы сейчас выведем это финальной нодой, у нас в принципе все будет похоже, да, то есть вот он blue канал, а вот наш выходной канал. Давайте мы grayscale его сделаем. Очень похоже, но у нас достаточно контрастный. То есть мы видим, что похоже, но что-то не то. Что-то не то, потому что на самом деле нужно вот это значение перевести в обратную форму. То есть мы сейчас приводили x и y в формат от минус 1 до 1. Обратная этому функцию будет такая. Допустим, у нас на вход какой-то есть... ну, пусть какой-то на вход идет xy. Что мы делаем? У нас сейчас формат от минус 1 до 1. Мы, получается, прибавляем вектор единичный 1 и 1. Ой, двухмерный вектор. Получается, что сейчас... давайте даже вот так вот сделаю я. Вот. Вот так будет удобней. То есть, смотрите, вот здесь формат был минус 1, 1. Получается, я прибавляю единичный вектор. Получается, у нас уже тут формат от 0 до 2. И теперь мне нужно это разделить на 2. Делим на 2. Смотрите, я поставил обычное деление, но можно воспользоваться скалярным произведением. И чтобы разделить на 2, нужно на самом деле умножить на 0,5. Если я поставлю здесь 0,5, 0,5, то это и будет деление на 2, x и y. Ну, давайте в данном случае поставим вот так, для разнообразия. И получается, что у нас вот этот вот формат уже получается от 0 до единицы. То есть мы вернули формат, который входил сюда от 0 до единицы, мы его вернули. И вот этот формат нужно также пропустить через наше значение. Но смотрите, у нас тут получается float 1 переменная, а здесь float 2. Поэтому мы просто берем. Так. Мы просто берем и умножаем. Давайте не умножаем, давайте прибавляем единичку. Плюс 1. И делим на 2. То есть вот эта схема у нас получается, что у нас формат от 0 до единицы. На самом деле тут отрицательного корня нету, да? По всей видимости, в дизайнере работа идет сразу с тройным вектором. И если мы сейчас, допустим, разделим, точнее умножим на 2, вот так умножим на 2, и вычтем уже тройной вектор,
то у нас это тоже получится формат минус 1,1. И плюс ко всему тут используется третий канал. В данном случае это Z. Ну, у нас это канал Blue получается. И смотрите. Сейчас, вот если мы вот эту сделаем выходную ноду и сверим с нашим Blue каналом, то это будет идентичные каналы. То есть в данном случае мы сейчас восстановили Blue канал. Третий канал нормалки. То есть мы его не убили, мы просто использовали только два канала. Давайте мы реально убьем канал, да? Мы возьмем вытащим только R и G канал, а в B канал мы вставим какую-нибудь бильберду. Ну вот давайте черный цвет. Вот у нас получается, мы вставим сюда такую нормалку, и все равно у нас на выходе получается наш правильный канал третий. И сейчас, если мы его вставим, давайте мы вот так вот сделаем. Если мы его вставим сюда, то у нас как раз получится опять нормалка наша. Таким образом мы восстанавливаем третий канал. То есть он у нас не обязательный. Мы поняли, что это такое. И поняли, как его восстанавливать. Восстанавливать вот такой вот схемой. Следующий блок по нормалям у нас будет интенсивность нормалей. Мы создадим свою ноду, которая будет у нас увеличивать интенсивность нормалок. Это достаточно часто бывает нужным. Почему именно мы это будем делать? Потому что в дизайнере очень странно как-то это все реализовано. Давайте я сейчас покажу на примере сразу же. У нас, допустим, есть параболоид. Мы затайлим его, к примеру, 8 раз. Дальше инвертнем. После этого найдем нормалку и выведем на output. В output настроим normal. И здесь расставим нормал. Все, сейчас, если мы посмотрим на 3D вид, у нас показывается это наша нормалка. Достаточно тусклая. Если мы здесь поставим интенсивность нормали 22, то вот мы видим вот эти вот сферы, как будто внутрь сфера как будто вырезана из объекта. Вернем интенсивность на единичку. Вот эта интенсивность работает нормально. То есть она адекватно работает. Но если мы возьмем какую-то готовую нормалку, либо вот у нас есть карта нормалей, и пропустим через normal intensity, и вот здесь в normal intensity поставим, к примеру, 22, мы видим, что происходит что-то странное. Таких глюков намного меньше, если нормалка у нас сама достаточно интенсивная. Тут интенсивность, кстати, больше единицы нельзя поставить. Да, нельзя. Смотрите. То есть вот у нас здесь 11 интенсивности. Здесь мы, если увеличиваем, то видим, что происходит уже какой-то глюк. То есть какая-то точка появилась. А если у нас интенсивность изначально была маленькая, то этот глюк, он усиливается. Смотрите. Я интенсивность поставлю обратно на единичку и буду уменьшать. Мы видим, что вот эта вот часть плоская, она как будто обрезается, как будто неправильная нормалка. У нас не хватает битности или чего-то еще. Я долго думал, что мне присылают плохие нормалки. То есть история была у меня какая? Мне присылали запеченные нормалки, и я в дизайнере их
усиливал с помощью ноды Intensity, и у меня появлялись такие артефакты. Я сначала не понимал, что это такое, потом понял, что глюк происходит в Normal Intensity. Я залез туда и посмотрел граф тут. Сильно разбираться я в нем не стал, потом я написал свой, но меня смутило то, что вот здесь происходит условие. То есть, если интенсивность там меньше какого-то числа, то происходит одно, если нет, то происходит другое. И плюс ко всему, где-то еще было либо условие, либо... да, вот здесь вот тоже какое-то условие. Если меньше какого-то числа, вот видите, что 1/100. Если меньше 1/100, то происходит что-то одно, если больше 1/100, то другое. Мне это было непонятно, я не стал разбираться, очень сложно разбираться в чужом графе. Я написал свой, и он у меня нормально работал. Я хочу сказать, что сейчас я вам покажу... Давайте я это закрою. Сейчас я покажу вам свою последнюю итерацию MyNode Normal Intensity. Я не сразу к ней пришел. У меня было несколько вариаций. Сначала было сложно, как-то я мудрил через кучу формул. И сейчас вроде я пришел к такому достаточно простому решению. Сейчас я вам объясню. Сначала давайте порисуем. То есть давайте вернем нормалку. Я возьму сейчас cross-section. Я думаю, он нам поможет. Допустим, вот так. То есть, если у нас есть какая-то... так, возьму histogram range, кстати. Вот он точно нам сейчас поможет. Угу. Так. И мы range сделаем как-нибудь вот так вот. Это у нас разрез нашей высоты. И, грубо говоря, у нас есть вот такая геометрия. Чтобы увеличить интенсивность нормалки, грубо говоря, нужно сделать вот эту вот геометрию более крутой. То есть вот такого рода где-то. Вот тогда у нас нормалки увеличится, интенсивность увеличится. Вот здесь интенсивность нормали уменьшится. Значит, смотрите. Мы сейчас рассмотрим, к примеру, вот одну точку такую. И нормаль у этой точки получается вот сюда направлена. То есть плоскость вот, нормаль направлена сюда. И чтобы увеличить интенсивность нормалей, вот если мы увеличим сейчас интенсивность, мы увеличиваем интенсивность, то у нас получается... Что такое? У нас получается нормаль в этой точке станет более вертикальной, а вектор нормаля будет более горизонтальный. Я нарисовал, точнее не нарисовал, я сделал такой чертеж. То есть, грубо говоря, у нас получается начальная нормаль вот. Вот вектор нормали начальный. Давайте я вот так сделаю, вектор нормали начальный. И при увеличении интенсивности нормали у нас получается угол вот этот вот поднимается. То есть к примеру, у нас есть карта с высотой А. И при увеличении на К у нас получается вот такая высота. К умножить на А. И плоскость нормали у нас уже вот такая в этой точке. И вторая нормаль у нас получится вот здесь вот где-то. Как я решал эту задачу? Я взял два треугольника. Вот я тут написал. Я взял вот этот треугольник
и вот этот треугольник. Так, и вот этот треугольник. Сравнил их и понял, что они подобны. Я не буду тут сейчас описывать, что я как вычислял. Я думаю, вы сами это сможете сделать при желании. Потом я взял вторую пару треугольников, вот эту и вот эту. И также я понял, что эти треугольники подобны. И дальше я вычислил, что при увеличении вот этой высоты на k у нас увеличивается вот эта часть, вот на эту часть, вот, тоже с коэффициентом k. Что это нам дает? Это нам дает следующие возможности. То, что, к примеру, у нас есть нормаль к какой-то плоскости. Я попробую нарисовать в 3D. Это, допустим, плоскость вот такая вот. У нас есть нормаль. Вот у нас проекция этой нормали. И получается, что проекция этой нормали это вот c0 O, c0 O, она при увеличении интенсивности увеличивается на коэффициент k. Но это увеличивается проекция нормали. И вот эта проекция нормали, это в принципе высчитывается через координаты вектора нормали. То есть есть у нас нормаль с координатами x, y, z. Вот она. Проекция высчитывается через x и y. То есть у нас получается, грубо говоря, ось x, допустим, вот здесь. Ну, очень неудобно. Давайте вот здесь вот я возьму другой цвет. Ось x здесь, ось y тут. X, y. И чтобы найти длину c0 O, мы просто возьмем и проведем высоты еще на оси x и y. И все это высчитывается через формулу x квадрат плюс y квадрат равняется c0 O в квадрате. Через эту формулу рассчитывается. И смотрите, на самом деле x и y тоже увеличиваются на коэффициент k. На вот этот коэффициент k. Почему? Давайте мы x умножим на k, возведем в квадрат, плюс y умножить на k, возведем в квадрат. И теперь мы k в квадрате можем вывести за скобку. Получаем k в квадрате умножить на x в квадрате плюс y в квадрате. А x в квадрате плюс y в квадрате это и есть c0 O. То есть получается, что k в квадрате c0 O в квадрате. Вот с этой стороны получается. А это и есть квадрат k умножить на c0 O. Это и получается проекция нашей вектора нормалей. То есть на самом деле при увеличении интенсивности нужно просто увеличить x и y. Увеличить надо на k. Умножение тут. Не на, а в k. Раз получается. То есть, грубо говоря, x2 равняется k умножить на x, а y2 равняется k умножить на y. Ну а высоту, вот эту вот, она у нас одинаковая, что в первом случае была изначально до увеличения интенсивности, что во втором высота h, она одна и та же. Высоту мы возьмем из нашего вектора предыдущего.
Это получается у нас новая нормалка получается k умножить на x, k умножить на y и старая координата z. Мы помним, что нормаль, неправильно я тут написал, да, вот. Мы помним, что нормаль имеет свойство единичного вектора, то есть длина этого вектора равна единице. Вот это вот b1,0, b1o равна единице, а c1o, которая у нас получилась сейчас, вот это вот вторая нормаль, вот она вторая нормаль, c1o, она уже не равна единице. И нам просто нужно будет нормализовать этот вектор, и мы получим вот такой нормализованный вектор. Это и будет у нас нормалка при увеличении интенсивности. В принципе, сейчас я все рассказал, и сейчас мы это все будем делать в нашей ноде внутри. Возвращаемся к нашему графу. У нас есть нормалка. Она у нас входит в пиксель-процессор. В пиксель-процессоре мы берем координаты текущей точки. Дальше сразу определяем значения в этой точке. Нам нужны значения x и y. Почему я не взял z? Потому что иногда нормалки имеют неверный z-канал, и мы просто отдельно его рассчитаем. Я думаю, в этом это не обязательно. Да? Ну, то есть, если мы знаем, что нормалка у нас отличная, мы это можем избежать. Но если мы не уверены в этом, лишний раз сделать правильную нормалку, я думаю, это будет хорошее правило. Итак, мы помним, что здесь у нас идет значение от 0 до единицы, а нормалки у нас идут от минус единицы до единицы. И, соответственно, мы сначала должны преобразовать формат от минус единицы до единицы. Как мы это сделаем? Мы просто умножим на вектор. Давайте даже не так. Мы возьмем скалярное произведение и умножим на число 2. То есть у нас получается x и y умножается на 2. И теперь мы вычтем уже из этого вектор. Один и 1. Получается, что у нас нормалки здесь были от 0 до единицы. Мы умножили на 2. От 0 до 2 получились тут. И вычли единицу. Получилось, что у нас нормалки от минус единицы до единицы. Это у нас формат от минус 1 до 1. Давайте поставим такой значок. Так, формат у нас готов. Теперь уже отдельно здесь вытащим x и y. Вытаскиваем их. И создаем, давайте создаем переменную коэффициент, к примеру. Float. Так и оставим пока. Возвращаемся обратно. И ее забираем отсюда. Коэффициент. И теперь мы перемножаем. Коэффициент перемножаем на x. И второе значение перемножаем на... Давайте мы вот так сделаем. Так. Давайте вернемся сюда. То есть мы нашли x и y новые. Сейчас мы найдем z. Z можно, конечно, было взять. Это мы уберем.
Z можно было взять, конечно, отсюда. Но мы не уверены, что здесь Z правильный. Поэтому Z мы рассчитаем отдельно. Помним, да, как восстанавливали третий канал у нормалок. Мы перемножаем x в квадрате, возводим, грубо говоря. И y в квадрате. Все это складываем. И вычитаем из единицы. И теперь находим корень. То есть через прямоугольный треугольник гипотенуза, то есть длина нормали единица. Единица в квадрате единица. Вычитаем сумму квадратов катетов. Получаем высоту. Это и есть координата z. А у нас будет высота нормалок. Z. Так, у нас получилось, что есть x. Давайте мы обозначим x2. Есть y2. И есть h. Смотрите, если мы сейчас соединим вот это все в трехмерный вектор, то это у нас получится как раз вот этот вектор. Вот он, C1O. Но он у нас не единичный, а чтобы сделать единичный вектор, в дизайнере есть функция нормализации вектора. Normalize вектор 3. И он у нас, любой трехмерный вектор, преобразовывает в параллельный вектор, но единичный. В принципе, там ничего сложного нету, если мы зайдем, посмотрим. То есть тут буквально пара нот. Возвращаемся сюда. Вот мой граф. У нас получилось, что вот этот вектор не единичный. А вот этот вектор уже единичный. Это и есть наша нормалка. Но она у нас в формате. Не забываем, что она у нас в формате, у которой x, y и z от -1 до единицы. Поэтому нам надо преобразовать его обратно в формат от 0 до единицы. Как мы это сделаем? Мы просто возьмем, сложим с трехмерным вектором 1, 1, 1. Получается, что у нас теперь не от минус единицы до единицы, а от 0 до 2 трехмерный вектор. И умножим его в скалярное произведение, умножим на 0,5. Ну, то есть это то же самое, что разделить на 2. Просто нету скалярного деления. Я бы мог спокойно разделить на 2, но разделить на 2 не получилось бы. Получилось бы только разделить на трехмерный вектор. То есть мне пришлось бы писать здесь 2, 2, 2. Можно записать и так,
можно записать и так. Хотя, давайте запишем так. Так, наверное, проще, потому что мы уже начали здесь трехмерный вектор использовать. Получается, что у нас мы сначала прибавляем единичку, потом делим на 2. И вот этот формат уже у нас выходит, что от 0 до единицы стал. Дальше. Это у нас трехмерный вектор, но мы помним, что нормалка у нас имеет 4 канала, еще альфа-канал. Поэтому мы создаем четырехмерный вектор и сюда вставляем float единичка. И в принципе вот это все должно работать. Давайте проверим. Сделаем ноду output. Откроем. Вот у нас нормалка. Поставим ее малую интенсивность. Перекинем на output. И давайте экспериментировать. Коэффициент поставим, к примеру, 22. И мы видим, что у нас, в принципе, глюков нет никаких. Мы сделали сейчас интенсивность нормалки. И она достаточно корректно увеличивает. Посмотрим на то, что нам предлагает Substance Designer, и мы видим, что тут что-то происходит не то. То есть даже если визуально посмотреть, это совершенно не то, что нам хотелось бы видеть. Здесь все чистенько. То есть вот такой вот формулой, с помощью вот такого вот преобразования, вы можете потом ознакомиться, посмотреть, как я тут доказывал, что именно вот эти треугольники подобные. Я думаю, вы сами поймете, справитесь. Это достаточно легкое решение. И, на мой взгляд, самое простое получилось из всех моих способов, которые я делал до этого. Все, мы сохраняемся. Это мы закрываем. И давайте тогда уже мы создадим свою ноду. Да? Мы на input. Так, тут на input, кстати, нужен input color. Мы на input поставим какую-то карту. И на output у нас normal идет. Все, если мы ее сохраняем, можем применять в новом графе в каком-то. Так, про интенсивность нормалок все. Дальше мы попробуем создать уже свои нормали через карту высоты.